За окном был обычный день, и на прогулке в поисках золота оказался высокий и худощавый мужчина. Внезапно он заметил силуэт огромного волка, у него сердце застыло от страха. Мужчина не мог двигаться, однако, когда он приблизился, он заметил, что одна из лап животного попала в капкан. Подойдя ближе, мужчина понял, что животное не может шевелиться, они стали и друг на друга смотрели. Он осознал, что перед ним волчица, и она явно кормила маленьких волчат где-то поблизости. Мужчина задумался о том, что ему следует делать. Он понимал, что попытка освободить ее может вызвать агрессию, но он не мог оставить животное и ее детей умирать. Он решил отправиться на поиски волчат. Рядом с волком он обнаружил следы и решил следовать по ним, надеясь найти детенышей. Через некоторое время он обнаружил волчью нору в кустах. Он услышал там тихий плач, который заставил его сердце сжаться от сострадания. Оказалось, что в норе находились 4 голодных маленьких волчонка. Они напуганы были и искали свою маму. Мужчина, не задумываясь, поскладывал их в свою сумку. Вернувшись к волчице, та сразу услышала запах детей своих и завыла от радости. Мужчина выпустил волчат из сумки, и они сразу к матери побежали, и первым делом стали пить ее молоко. Волчица все еще была поймана в капкане и испытывала мучительные страдания. Однако каждый раз, когда мужчина пытался освободить ее, она рычала, не доверяя ему. Волчица была слаба и голодна, помимо раны. Мужчина вынул запасы еды из рюкзака и дал ей банку тушенки, которую она съела с большим аппетитом. Он решил, что не сдаваться и продолжать пытаться завоевать ее доверие. Он поставил рядом с ними палатку и провел там ночь. Волчица наблюдала за ним, а он кормил ее и разговаривал с ней. В течение 2 дней он постепенно приближался к ней, стараясь не вызывать ее агрессию. Однажды он наконец решился погладить ее и обрадовался, когда она не рычала. Однако он все еще не решался освободить ее. Утром он покормил и волчицу, и волчат, а затем наконец решился положить ей на лапу руку, которая была поймана в капкане. Волчица приняла его прикосновение без агрессии, и мужчина освободил ее. Животное вскочило быстро на лапы, но вместо того, чтобы убежать, она подошла к нему и начала вылизывать его руку. Он понял, что она хотела выразить свою благодарность. Мужчина решил идти дальше со своими новыми друзьями. Пройдя некоторое расстояние, они увидели волчью стаю, и волчица присоединилась к ней. Мужчина решил оставить их и вернулся обратно. Когда он через 5 лет вновь оказался на острове, он услышал знакомый вой и увидел волчицу, которая к нему подошла, обнюхала и облизала его руку, а затем ушла вместе со своими взрослыми детьми. Каждый раз, когда он слышал вой волков, его сердце наполнялось теплом, и он вспоминал о невероятной истории спасения, которая изменила его жизнь.